Друзья, всем привет! Сегодня в видео у нас две вот таких вот орхидеи уценочки, две беленьких красотки, мультифлорки. Вот такие вот они нежные-нежные. Одна похожа на цветение груши, а вторая на туманную гору. Вот такая вот орхидеечка. Эти орхидейки купили мы несколько дней назад в уценочном отделе в магазине за 299 рублей. Вот такая вот она, как тряпочка одна, ну а вторая вроде бы и ничего. Вот сегодня мы с вами их достанем из магазинных горшков, посмотрим, что с корнями. Но прежде чем достать, мы сейчас их хорошенечко отпоем вместе со стимуляцией. Вкратце скажу, что до сегодняшнего дня, сразу же в первый день, я их уже обработал от насекомых вредителей. Я все подробно расскажу. И сегодня мы их стимулируем и отпаиваем и уже по полной программе, потому что когда обрабатывал я их от насекомых вредителей, я все расскажу, чем и как. Они уже первую дозу водички опрыскиванием прям таким обильным уже получили. И сегодня вот мы их будем стимулировать и уже хорошо отпаивать. А отпаивать будем вместе с вот этим вот средством, которое я буквально... Так, сейчас покажу. Буквально вчера в видео показал. Специально ездил в магазин для вот такого вот стимула антистресса. Давайте я сразу одну ампулу быстренько прям залью вот в эту емкость, чтобы мне сразу одну орхидею, пока буду рассказывать, пока буду показывать, быстренько ее замочить, чтобы она подольше замочилась в этом растворе. Вот так вот одна ампула на 1 литр воды. Сразу, смотрите, она окрашивается в такой цвет легко-янтарный получается цвет у воды. Так, вот я ее быстренько. И сейчас прям целиком хочу вот эту вот тряпочку нашу, прям целиком ее сюда погрузить. Я не знаю, насколько она у меня притопится. Я прям полностью, так, наверное, полностью не получится. Придется немножко воды отлить. Вот так вот. Я хочу ее прям вот, чтобы она с основанием, вот так вот с листьями в начале, прям полностью вот так вот постояла. Прям вообще, смотрите, как я ее, вот эту нашу цветущую грушу, вот, чтобы она полностью у нас замочилась. Ставлю ее пока что вот сюда. Вот, пускай она замачивается. А я подолью во вторую орхидеечку, которая у нас торчком, уши торчком. Пока что вот так вот мы ее, корешки. Так, не хватило. Еще одну ампулу сюда. Воду, друзья, кстати, хочу важный момент сказать, что воду вот для подобных процедур, именно для лечебно-профилактических, для стимуляции, для обработки от насекомых вредителей, от грибково-бактериальных болячек, воду я всегда беру нейтральную. А если есть такая возможность, то воду хорошо бы еще прогнать через обратный осмос, чтобы она была, ну, идеально, прям чисто идеальная. Потому что, когда вода чисто идеальная, она растворяет тот препарат, который мы в нее добавляем на 100%, и в 100% она действует, 100% прям действует на то, на что она, ну, и приготовлен этот раствор. А если вода просто, знаете, из-под крана набранная, отстойная, все равно в этой воде содержатся различные соли, различные
микроэлементы, минералы, потому что везде у всех вода разная. И вот этот момент очень-очень важный. Так, ну пока орхидеечки отстаиваются, я, значит, расскажу, чем я обработал эти орхидеи сперва-наперво. То есть все уцененные орхидеи из покупки в магазине я обрабатываю средством от насекомых, сокососущих, сокогрызущих растений насекомых. Это в первую очередь. Во вторую очередь, уже по обстоятельствам, если на орхидее есть какие-то ярко выраженные пятна, присутствуют какие-то болячки, то, естественно, от грибково-бактериальных болячек обрабатываю орхидею. Если этого нету, то чуть-чуть позже откладываю эту обработку. Ну, либо наоборот, бывает так, что орхидея прям совсем в плохом состоянии, ее нужно наоборот сперва обработать грибково-бактериальным каким-нибудь препаратом. Но в нашем случае орхидеи внешне очень-очень хорошие. Единственное, что да, было присутствие каких-то там летающих насекомых, но это всегда в магазинах, на уценках присаживаются в цветочных магазинах, поэтому всегда сперва я обрабатываю, ну, в моем случае обрабатываю Аберон Рапидом, потому что это средство, оно универсальное от всех клещей абсолютно, в том числе и от трипсов. Здесь два действующих вещества: абамектин и спиромезифен. И вот меня часто спрашивают, я уже вчера показывал и пару слов сказал, что аналог Аберон Рапида, потому что он стоит как Боинг, крыло от Боинга, и аналог это вот это средство Биокил. Тоже в своем роде оно универсальное. Во-первых, дешевле в несколько раз, чем Актара, но Актара, она не действует на клещей, да, нужен фитоверм. И вот чтобы, например, обработать орхидею и от клещей, и от просто сокососущих насекомых, нужно как минимум 2 препарата купить. Но есть вот такие универсальные, как Биокил, который тоже содержит одно из 2 действующих веществ Аберон Рапида, содержит действующее вещество абамектин, который как раз-таки хорошо действует тоже на всех сокососущих насекомых. И, кстати, вот как обрабатывать этим средством, ну тут по инструкции на самом деле, но это средство, вы видели, по-моему, за 27 рублей я его купил, очень хорошо раз в 3 недели, раз в 3-4 недели обрабатывать полностью опрыскиванием свою коллекцию всю, в качестве профилактики. Этого, я думаю, будет достаточно, чтобы на орхидеях не селились никакие сокососущие и листья-грызущие насекомые вредители. Тем более сейчас актуально, весна приходит, ну еще не приходит, но уже ползимы прошло, приближается весна, начнут просыпаться всякие всевозможные насекомые вредители и искать чем бы полакомиться. И вот Биокил, на мой взгляд, очень-очень даже неплохой. Теперь по поводу, значит, стимулирующих веществ, когда орхидейки вот такие вот, ну прям совсем-совсем вот такие вот грустные, как вот эта вот орхидея, вы видите, да, некоторые девочки на каналах, авторы своих каналов, да не только девочки там, и мальчики в том числе, прикладывают примочки в виде кружочков ватных с обоих сторон. Это тоже можно все делать и очень хорошо тоже влияет. Подставляют палочки, чтобы листики при возвращении тургора, листики были вот такими ушками, когда восстанавливается тургор, да, чтобы листики не застыли вот такими вот, я не знаю, какими там заячьими такими ушами, ослячьими ушами. Поэтому подкладывают, да и, кстати, тургор хорошо восстанавливается тоже в том числе, когда у листик он прямо стоит, точнее быстрее, немножко быстрее. Ну, не то, что прям, знаете, в 2-3 раза, но процентов на 10-20 быстрее. По поводу стимулирующих средств, я только что обработал вместе с вами это стимулом, в основе которых находятся аминокислоты. И отвечая на вопрос, чем можно еще обработать, если нет в продаже
вот такого стимул антистресс, содержащего аминокислоты. Ну, на самом деле есть аминозол, который тоже стоит 3 копейки на самом деле, да. Вот такой вот, это тоже набор аминокислот. Можно еще тоже стимулирующее действие оказывает янтарная кислота плюс витаминчики. Вот такой вот тоник, его тоже можно прям в воду добавлять. У нас есть достаточно много видео, где мы применяем этот тоник, не опрыскиваем растения, которые, например, 2-3 недели шли по почте с высохшими корнями, а отпаивая первый, делая полив, немножечко наливая корешкам сухим воды, добавляем там часть вот этого прям тоника, наливаем чуть-чуть, там 1 к 5 его добавляем. Можно просто янтарную кислоту, не поставил с собой, в общем, добавлять янтарную кислоту. В чем смысл всех этих средств стимулирующих? Потому что, ну, так вот прям вкратце для понимания, у орхидеи, да вообще у всех растений, да, фотосинтез — это цепочка такая круговая, цепочка бесконечных вот этих вот химических реакций, да, происходит одна химическая реакция, при которой вырабатывается одно вещество, другое, третье, потом они вступают в другую реакцию, и вот так вот пошло. В процессе этих реакций выделяется строительный материал, растение растет, дышит, впитывает, обмен веществ и т.д. и т.п. Так вот, аминокислоты, собственно, как и аминокислоты, янтарная кислота, это одни из веществ, которые появляются в процессе на разных стадиях вот в тех или иных вот этих вот химических реакций. И когда мы там вкидываем с водичкой эти аминокислоты, либо кислоты, либо аминокислоты, они, как, знаете, как этот дополнительный толчок дает слабому растению, запускают более, так знаете, уверенно процесс фотосинтеза, и орхидея как бы раскачивается, понимаете, да? Это как в топку мы в бане в пар подкидываем водичку, чтобы жару добавить. Так и здесь мы вкидываем им такой дополнительный стимул, жар, чтобы они заработали, начало все у них шевелиться. Вот такую функцию несут средства, которые содержат аминокислоты или просто кислоты. Все те, которые принимают участие и вырабатываются в процессе фотосинтеза, и принимают участие в этом фотосинтезе. Поэтому вот эти средства и эффективны, любое из этих средств. Но я предпочитаю, раз уж есть вот возможность купить стимул, тем более, что у нас есть хороший плейлист на канале, который называется «Орхидеи с юга. Адаптация, реанимация после теплового удара». Прям плейлист готовый, где у нас орхидеи еще в худшем состоянии была, помните, после месяца в жаре, без воды, без полива, и вся вот такая висела. И буквально несколько дней назад я показывал, что одна уже вот такой цветонос, а вторая уже зацвела, и у всех листья торчком стоят, как у зайцев. Так, ну что, пока вот это еще продолжает у нас напитываться, мы вместе с вами можем уже немножко поговорили 10 минут, можем уже вот эту орхидею беленькую достать из этого горшка, посмотреть, что у нее с корнями, и по результату уже принять решение, будем мы ее сегодня в этом видео пересаживать, либо мы ее что-то другие какие-то манипуляции проделаем. Ну что, поехали. Так, ну вот она первая мультифлорочка. Достанем ее сейчас из этого горшка. Посмотрим. Горшок такой полуматовый. Ну, корешки у нас, видите, уже немножко зазеленели. Это хорошо. Ну что, достаем ее. Смотрим, что у нас тут. В принципе, картина неплохая. Неплохая. Я немножко вам увеличу сейчас вот так вот, чтобы было видно. Вот, посмотрим, есть у нее здесь горшок торфяной под основанием. Да, друзья, есть еще и в обмотке. Так, давайте я сниму
палочку, держащую цветонос у этой орхидеи. Вот она. Она нам не нужна. Пока что не нужна. Так. Вот она. Так, ну я думаю, за 10 минут у нас корешки успели напитаться. Пусть не на 100%, но достаточно, чтобы получить необходимую дозу стимула. Так, давайте достану я сейчас, обрежу вот этот вот панцирь пластиковый. Вот так вот мы его сейчас уберем отсюда. Главное, корешки не порезать хорошие. Так вот, вроде я смотрю, корешки неплохие. Да, конечно, на самом деле сейчас в магазинах огромное количество всяких препаратов от насекомых вредителей, от различных болячек. Сейчас огромный, просто огромный выбор. Но как-то, знаете, привыкаешь уже к тем препаратам, которые действительно там что-то как-то помогают и имеются в шаговой доступности. То есть не надо их там заказывать, выписывать где-то в интернете. Поэтому, собственно, я и использую, показываю на канале то, что в принципе доступно большинству зрителей, тех, кто смотрит наш канал. Есть, конечно, огромное количество и препаратов от насекомых вредителей, сложных, каких-то там и японских, и европейских, и американских. Есть куча и от насекомых, и от бактериально-грибковых заболеваний. Но все это, друзья, либо стоит очень дорого, либо нужно где-то в интернете все это дело искать, заказывать, покупать. Ну а с учетом того, что в большинстве своем все это дело продают, скажем так, частные продавцы, то есть не сетевые магазины какие-то, в которых есть какие-то определенные, знаете, стандарты температур на складах, стандарты доставки. Это я сейчас, друзья, промываю корни от мелкой вот этой вот шелухи грунта, вот, чтобы посмотреть, что у нас здесь живое, что у нас не живое. И вот когда покупаешь участника, знаете, стопроцентной гарантии, конечно, нет, что то или иное средство хранилось надлежащим образом. Очень часто бывает, что даже вот Аберон Рапид покупаешь, ну не я, а вот люди жаловались, покупают на разлив. И непонятно, как оно хранилось. Говорят, вот использовали, применили, не помогло. Хотя вот у Аберон Рапида у него четкие там условия содержания температурного режима, сроков годности. Вот, и не всегда знаешь, да, что тебе частник подсунет. Ну, такого, конечно, думаю, что вот в таких сетевых магазинах, как Оби, Ашан, в цветочных отделах, Леруа Мерлен, я думаю, что, ну, наверное, все-таки за этим построже. Ну, по крайней мере, с работниками, специалистами общался. За этим есть какие-то контролирующие органы, которые следят и отслеживают. И в крайнем случае всегда можно пожаловаться и что-то там предъявить. Так, ну вот основание у нас тут все хорошо на самом деле. Смотрите, я только вот такие вот нижние самые листики удалю у этой орхидеи. Между прочим, уценка просто обалденная. Вот я сейчас на нее смотрю. Мне вот нередко иногда нет-нет, но напишут: ну правильно, ты выбираешь самые хорошие уценки, а ты возьми, купи там самую полудохлую уценку и вот выходи ее. Друзья, ну на самом деле я, знаете, снимаю видео не для видео.
да, что, вот знаете, мне просмотры, там, контент и все такое прочее. Я снимаю для души, то есть это такой видео, мой орхидейный видеоблог, да. И если есть возможность купить, вот выбор, да, по одной цене стоят убитые орхидеи и по такой же цене такая же хорошая орхидея. Ну, зачем мне брать убитую, вот, когда есть возможность взять хорошую? Так, ну вот смотрите, какая прелесть. Замечательные корни. Я, честно говоря, доволен, что угадал. Так, вот этот лист, наверное, тоже я уберу. Знаете почему? Потому что он, во-первых, уже оторван цветоносом, и, во-вторых, он значительно облегчит глубину посадки. А его жизненный цикл, он уже, ну, примерно уже, ну, скоро закончится. А если я буду сажать под него, то орхидея потом окажется слишком высоко, когда этот листик отсохнет. Вот. То есть я могу посадить теперь орхидею вот прям в аккурат под этот цветонос. Вот так, да. А с листом бы я бы ее посадил вот так бы. Листик мешал. А так вот я ее поглубже могу посадить, видите? А вот этот бы тоже по-хорошему можно было удалить. Но пока не будем. Поэтому другое дело, когда орхидея для меня лично представляет какую-то определенную ценность, то я могу взять, конечно же, в любом ее состоянии и в самом-самом убитом, да, и выхаживать. И таких примеров у нас достаточно много на канале. Так, ну пока давайте поставлю ее, пускай еще она в стимуле у нас постоит. Вот так вот, да, вот, поглубже, вот. И теперь перейдем ко второй нашей орхидее, к нашей тряпочке. Вот. Так что у нас на канале достаточно видео выхаживания орхидей в самом запущенном состоянии и огромное количество видео по наращиванию и реанимации орхидей и по наращиванию корней с нуля. Прям вот совсем с нуля. Других методов, способов еще не придумали, более эффективных, чем те, которые у нас показаны на канале. А у нас на канале в разделе «Как нарастить корни орхидеи» плейлист есть такой. И плейлист просто называется «Корни орхидей». Все максимально действенные способы наращивания корней отражены от и до. Поэтому снимать одно и то же, показывать, ну, я не знаю, это, мне кажется, неинтересно. Так, ну что, достаем ее. Так, что у нас здесь? Ага, вот корешок у нас тут держится. Ну, вроде смотрю, вроде он такой живой, вот этот вот. Видите, вот в дырку в такую. Сейчас я расшарошу эту дырочку. Мне жалко кончик этого корня. Он вроде бы намок и говорит, что он такой живой. Вот. А горшок для меня, именно этот горшок маленький, он не представляет особой ценности. Поэтому я пробиваю в нем вот такую дырку. Вот, чтобы корешок вот этот вылез, кончик, смотрите. Хоп-хоп-хоп, опа, выходит. Так, ну что, я, честно говоря, думал, что будет намного все хуже. Вот, а здесь вот на первый взгляд очень даже и неплохая такая себе картина. Единственное, что нам, да, нужно запустить фотосинтез у этой орхидеи, разбудить ее, вернуть к жизни. То есть она сейчас замкнулась в себе. Орхидеи имеют свойство такое. А здесь, видите, без оплетки горшочек. Без оплетки. Интересно, что влияет у садовников в оплетку или без оплетки вставлять эти орхидеи. Так, ну здесь у нас тоже вот такая вот картиночка. Сейчас мы ее, еще я ее промою. Вот, корешки. Вот так вот. Угу. Так. Картина, в общем-то, вроде неплохая.
Так, ну единственное, что сейчас мы тоже вот один листик уберем отсюда, вот этот вот, вот этот листик уберем отсюда. Вот, это что у нас? Корень тут как-то у нас тут вырос. Хотя неплохой, в принципе, воздушный вот этот корень. Так, ну что, удалять я пока что не вижу необходимости какие-либо корни. Ну вот, только если вот кончик вот этот вот. Но это как раз те корешки, которые сквозь дно пролезли и отгнили, либо отсохли. А так, собственно, тут у орхидеи, ну вот только, может быть, какой-то вот этот, что ли, убрать. Да нет, он вроде хороший. В общем, друзья, корни, в принципе, неплохие. Единственное, что орхидею нужно вернуть к жизни. Она вся такая мягкая, видите. Вот. Но я думаю, стимул у нас справится. Так, ну вот этот листик можно еще, конечно, удалить. Вот этот. Да, как и в первом случае. Вот я его сейчас уберу. Вот так вот. Да, все. Таким образом мы оставляем, очищаем пространство, где могут появиться корни. Так, все, давайте. Значит, я эту орхидею сейчас поставлю тоже обратно в стимул. Пускай она постоит еще в стимуле. Вот. Корнями. Вот так вот тоже мы ее до конца сюда притопим. И побольше даже воды наберем сюда со стимулом. Пускай везде зальется. Вот так вот. Все, пускай пока постоит. А мы с вами, наверное, пересадим вот эту вот красоточку. Во что и как сейчас я уберу, и мы пересадим ее. Я покажу. Так. Так, ну, пересаживать, друзья, я буду ее, скорее всего, вот в такой вот мерный стакан. Вот в такой мерный стакан. Так, руки надо вытереть. Вот в такой мерный стакан. Грунт, который буду использовать, скорее всего, знаете, я уже, в принципе, его приготовил. Это будет у нас кокосовые чипсы. Вот такие вот кокосовые чипсы. И возьму еще... Сейчас достану. Керамзит. Вот, то есть вот такие компоненты я сегодня буду использовать для посадки этой мультифлорочки. Еще раз напомню, друзья, я эти орхидеи специально купил именно для того, чтобы их разыграть на нашем канале. Чем быстрее они придут в себя, тем быстрее мы их с вами разыграем. Вот вылетело насекомое отсюда, грибные комарики, чувствуется весна. Сейчас я смотрю внимательно. Иногда грибные комарики могут отсаживать яйца. Был такой, знаете, у меня случай один раз. Да не один раз. И в кокосовых чипсах. И в амхе сфагнуме они откладывали яйца. И пришлось, знаете, спас меня от Боннефорте, спрей от насекомых. Я прямо открыл крышку, набрызгал туда. И все. Как, знаете, как бабушка отшептала в таких случаях, говорят. Вот. Ни одно насекомое больше там не появлялось. Так, ну и теперь керамзит добавляю. У нас это будет посадка 1 к 1. Керамзит с кокосовыми чипсами. Вот так вот это все будет. Вот. Значит, еще спрашивали меня, можно ли вместо кокосовых чипсов
использовать кокосовое волокно. Кокосовое волокно — это не одно и то же по своим свойствам вещество, скажем так, да. Кокосовое волокно, ну, не вот это именно, а вот, знаете, длинное такое, как это покупали с вами. И кокосовые чипсы. Кокосовые чипсы почему называют вот чипсы? Вот такая чипсина, да, вот она как кусок коры, влагоемкая. Вот такие вот штучки, да, вот они влагоемкие. При немножком таком спрессовании друг с дружкой они очень хорошо напитывают и удерживают влагу. А кокосовое волокно, оно больше вот такие, как проволоки такие, тык-дык-дык-дык-дык, вот. И оно меньше удерживает влагу, меньше напитывается, то есть не одно и то же, и причем далеко не одно и то же, хоть и из кокоса. Так, ну вот так вот у нас это все выходит. Да. А теперь я возьму для нашей посадки в закрытую систему, уже зарекомендовавший себя мох сфагнум для... Вот такой вот он у меня растет, видите? Вот, для фитиля, для мохового фитиля мы сделаем. Вот возьму вот такой пучок сейчас. Вот. Он у меня здесь, видите, влажный, я его не сушу, потому что это весь мох у меня такой для краткосрочного использования. То есть, ну, в ближайшие, я понимаю, что в ближайшие там пару-тройку месяцев, ну, полгода я его использую, поэтому я его не сушу. Вот. Так, ну вот такой вот мох. Сделаю сейчас фитиль. Так что у нас сегодня такая, знаете, быстрая пересадка. То есть все вместе у нас. И пересадка, и потрошение, и стимуляция, все. Так, вот такой вот. Он, смотрите, прям в нем вода высачивается, он свежий мох. Так, ну беру на дно сюда. Вот так вот вставляем. Почему я так сажаю, друзья? Потому что это значительно упрощает уход за орхидеями. Меньше всего тратится время на полив орхидей и на, друзья, частоту полива. Я имею в виду сокращает, точнее не сокращает, а увеличивает время между поливами, потому что когда в полузакрытой системе сажаешь орхидеи, все-таки в полузакрытой быстрее, скажем так, проветривается грунт. Так, ну вот так у нас это все получилось. Я кусочки коры оставил, не стал их отдирать, и вот теперь мне предстоит не быстрая процедура орхидейный тетрис. Вот, закидывание по очереди кокосовых чипсов и керамзита. И вот каждую вот так вот пустоту нужно заполнить тем грунтом, который мы выбрали. С одной стороны. Так. Можно резиночки применять вот так, резиночками уши подтянуть орхидеи. И так, ну а в одном из следующих видео, если не забуду снять, мы эту орхидею обработаем методом опрыскивания, скорее всего так, от грибково-бактериальных болячек. Так, ну вот так вот я засовываю туда. Я еще, честно говоря, не особо решил, чем. Выбор у нас огромный.
у нас есть привикур, вот из тех средств, которые действенные, да, у нас есть на первом месте привикур от грибково-бактериальных болячек. Далее, если говорить о доступных каких-то средствах, это либо корица отдельно, да, либо куркума отдельно, настоечки, водяные имеется в виду настойки. Так, вот сюда нужно засунуть. Либо раствор из двух этих средств. То есть было уже на канале, я снимал, показывал. Вот, можно использовать вот сюда. Вот, это один момент. Второй момент. Можно совместить мою обработку от насекомых вредителей, совместить одновременно с обработкой грибково-бактериальных болячек. Это обрабатывать орхидеи дегтярным мылом. То есть деготь сам по себе, он не только как бы от насекомых вредителей, да, он еще и от грибково-бактериальных некоторых заболеваний в том числе. То есть это уж прям совсем, знаете, такой бюджетный и очень доступный препарат, который можно использовать. Я уже, по-моему, и вчера об этом говорил, и постоянно об этом говорю. Вот. Но если одним и тем же мы будем на канале пользоваться, то это станет неинтересно. А у нас канал не о том, как в одном и том же выращивать, а канал о том, как орхидеи можно во всем, в чем хочешь, выращивать. И в разных условиях. То есть философия нашего канала — это показать и донести новичкам то, что орхидеи можно сажать в разные грунты, в зависимости от ваших возможностей, в зависимости от тех регионов, где вы проживаете, что орхидеи можно обрабатывать как и дорогущими средствами, препаратами, так и подручными, которые продаются практически во всех магазинах, либо аптеках. Вот. Использовать абсолютно разные посадки, закрытые, открытые, полузакрытые, полуоткрытые. Но вот меня постоянно спрашивают, кстати, на Яндекс.Дзене мне часто пишут вопрос: а у вас есть орхидеи в открытой системе? Выращиваете ли вы в открытой системе? На что я пишу: у нас на канале, говорю, есть видео, мы выращивали, прекрасно выращивали, но это очень усложняет уход за ними. Нужно чаще поливать, потому что все-таки открытое. Я живу в сухом климате. Вот, в сухом, жарком климате. Так, друзья, ну вот, вот так вот у нас мультифлорочка. Сейчас точно так же я пересажу и нашу вторую вот эту вот орхидеечку. Вот, и результат уже отдельно покажу, потому что не буду вас задерживать на это действо. Так, друзья, ну все. Вот она, вторая орхидея. Вот эта красоточка, наша груша. Так мы ее назовем. Пересадил точно так же, как и первую вместе с вами гору. Орхидею, похожую на гору. Вот она. Вот две одинаковых посадки. А теперь, друзья, значит, два вопроса наверняка, которые большинство из вас мучают. Первый. Нужно ли срезать сейчас цветоносы? И второй вопрос. Почему же все-таки при вроде бы нормальных внешних корнях, да, у орхидеи такое вот состояние тряпочки? Ну, значит, состояние тряпочки, когда вот такое вот, это... Да вообще, когда у орхидеи вот она стоит в горшке вот так вот, и вдруг у нее вот так вот она стала. Здесь, значит, следующее. Либо корни перестали работать,
либо корни уже сгнили, да, и это все по причине полученного стресса, да, то есть стресс орхидея получает, либо тепловой удар, либо охлаждение, либо перепад температур, либо еще затемнение. Каждая орхидея может реагировать индивидуально. Вот одна орхидея вот среагировала на что-то, другая нет. И эта орхидея, когда реагирует на стресс, она перестает впитывать воду. То есть она останавливается, то есть она замыкается в себе до момента, пока опасность внешне изменившаяся среда не изменится. И не все орхидеи возвращаются в среднем через неделю-полторы после полученного стресса. Неделя-полторы — это обычный средний срок, когда орхидея, ну, если все нормально, внешняя среда восстановилась, она возвращается к жизни. Некоторые орхидеи зависают в этом состоянии. И вроде бы внешне все хорошо, а у нее вот такое квелое состояние. Поэтому нужно ее взбодрить и вернуть к жизни. Вот, это вот такой вот момент. Срезать цветоносы или нет? Ну, это, наверное, все-таки зависит прежде всего от самого состояния орхидеи. То есть, если у нас наша с вами орхидея не будет долгое время возвращаться к жизни, то, без сожаления, я срежу цветонос. Пока что, ну, мы давайте понаблюдаем за ней, посмотрим пару-тройку дней на ее реакцию, вот нашу пересадку. Единственное, что я вставлю палочки сейчас под листочки, чтобы они у нас торчком вверх стояли. Для этого я вот обычные вот такие палочки из-под суши вот так вот вставлю. Одну палочку с одной стороны. Я так часто делаю. И вторую палочку, так, чтобы корешки не повредить, вставляю, вкручивая вот так вот. Вот так вот, все. Кстати, палочки так я подставлял и под ту орхидею, которая на юге получила тепловой удар. Единственное, что листочек, чтобы сюда не падал, я его резиночкой обычной, знаете, такие продаются резиночки для денег, там перевязочные, резиночку сюда, раз, вот так вот. И все, и орхидея себя прекрасно чувствовала. Все, друзья, вставлю бирки, специально приготовил, назвал одну орхидею грушей, вот, грушей, а вторую назвал горой. Вот, все, две орхидеи у нас, это для нашего внутреннего понимания, груша и гора. Чтобы можно было отслеживать их на полках. Так, это груша, вот она. И как они придут в себя, мы их с вами разыграем в одном из ежемесячных розыгрышей, которые проходят у нас каждую последнюю субботу месяца. Все, друзья, всем хорошего настроения. Всем добра, здоровья и до встречи в следующем видео, либо на канале в Яндекс.Дзене, где у нас еще больше каждый день выходит видео по уходу за орхидеями. Ссылочки в описании под этим видео. Всем пока!